Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. В сегодняшнем видео речь пойдет о винограде Квазар селекции Калугина Виктора Михайловича. Данный виноград с ранним сроком созревания имеет вот такую вот пальчиковидную, эффектную красную ягоду. Вообще говорят, что для красного винограда очень важен привлекательный внешний вид. А вот цвет кожицы винограда определяется особыми пигментами, отвечающими за розовый, красный и фиолетовый цвет. Эти пигменты называются антоцианами, а вот их количество и состав зависит как от температуры и световых условий, то есть количество цвета. К сожалению, на температурный режим в открытом грунте мы никак повлиять не можем, а вот в наших условиях увеличить количество цвета или же его притянить. А вот красный и черный виноград, который растет в жарком климате, может приобретать менее интенсивный цвет, чем виноград, растущий в более холодном климате. Объясняется это тем, что, как правило, высокие температуры препятствуют синтезу антоцианов в ягодах. Также на цвет и форму ягоды влияет виноградный подвой. Так, подбирая различные подвои, можно как повлиять на изменение не только формы ягоды, но и на цвет. В данном случае данный виноград у меня привит на подвое Кобер 5ББ. Меняя различные подвои, можно добиться той цветовой гаммы, которая вас будет устраивать. И по моим наблюдениям, я привил его на один из рукавов. И по сравнению с другими виноградными формами, которые были привиты на других рукавов, Квазар преобладал большей силы роста. Но опять же, будем смотреть, наблюдать. И всегда мы, когда обращаем внимание на красивый красный виноград, который видим в интернете, мы его приобретаем и проверяем в своих условиях. Точно так же я в свое время приобрел виноград селекции Калугина Виктора Михайловича Борисфен, который в моих условиях преобладал терпкость во вкусе. И эта терпкость до сих пор не ушла. А вот Квазар выгодно отличается в этом плане тем, что имеет очень плотную, хрустящую, сладкую ягоду. Давайте возьмем несколько ягод и проведем некоторые измерения. Также данный виноград мои посетители подходили, проводили дегустацию. Здесь уже очень много ягод, по одной, по две я давал на дегустацию. Людям данный виноград нравится за счет своей плотной, хрустящей мякоти. Давайте возьмем несколько ягод, и посмотрим на ее размерные характеристики и проведем некоторые измерения. Вот возьмем такие вот средние ягоды, они вот пальчиковидные. Посмотрим, сколько она здесь будет показывать. Так, 10 грамм. Здесь почти 12 грамм. Но в среднем ягоды будут где-то от 10 до 15 грамм. Были ягоды, которые чуть больше. Но это среднестатистические такие вот ягоды. И также он обладает хорошим количеством пруина, что будет свидетельствовать о том, что будет иметь хорошую лёжкость. Но давайте посмотрим на размерные характеристики. Выставим его на 0. Измерим штангель циркулем. 42 мм и в диаметре 21 мм. Но что мне нравится в данной гибридной форме, это ее плотная мякоть. Смотрите, вот я разрезал ягоду. Ягода имеет такую белую каемку, что свидетельствует о том, что имеет очень плотную хрустящую структуру. И она не такая водянистая. Его когда давишь для того, чтобы измерить сахар, то есть я уже практически ее раздавил, чтобы выдавить несколько капель для измерения. То есть с трудом выделяется несколько капель. То есть лично мне такой виноград очень нравится. То есть у всех вкусовые качества разные, мы тоже разные, поэтому нужно приобретать виноград под свои вкусовые качества. Практически около 19 бриксов. Я рядом вытащу фотографию
снимок вы можете как посмотреть или поверить мне на слово. Что хочу сказать по данному винограду. Я долго искал такой виноград, чтобы имел такой вот внешне привлекательный красный цвет. То есть многие винограды со временем преобладают красный цвет, да, и она уходит в более бордовые, такие темные тона. А этот виноград нравится и по своим вкусовым качествам, и своими внешними данными. Данный виноград в любом случае я посажу на постоянное место. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.